Приветствую, командиры! В прошлом выпуске мы говорили о типах снарядов и тактике их применения в бою. Сейчас пришло время рассказать об игровых режимах и стратегиях для каждого класса кораблей World of Warships Blitz. Главная цель игры — победить врага. Сделать это можно несколькими способами. Первый — уничтожить команду противника. Другой путь к победе — заработать 1000 очков раньше соперника. Для этого захватывайте и удерживайте контрольные точки или истребляйте корабли вражеской команды. Захваченные точки непрерывно приносят вашей команде очки, как и потопление кораблей противника. В World of Warships Blitz правила зависят от игрового режима. Всего их 3. Стандартный бой, превосходство и морское господство. В стандартном бою у каждой команды есть своя точка захвата. Она же является базой. Чтобы победить, нужно уничтожить корабли врага, захватить базу соперника, сохранив контроль над своей базой, или иметь больше очков в конце матча. В режиме превосходства условия иные. На карте расположены сразу 3 или 4 контрольные точки. Чем больше таких зон контролирует команда, тем больше очков она получает со временем. Побеждает та команда, которая потопила все корабли противника, первой заработала 1000 очков или завершила раунд с большим их количеством. Морское господство отличается от других режимов тем, что на карте всего одна нейтральная точка захвата. Цели такие же, как и в превосходстве. Захват контрольной точки не ведет к моментальной победе. Контролируя ее, команда регулярно получает очки, а значит, быстрее движется к победе. Важно помнить, что за устранение кораблей разных классов начисляется разное количество очков. К примеру, за потопление эсминца дают меньше очков, чем за уничтожение линкора. Чем больше корабль, тем больше очков. Чтобы прервать захват базы, нужно уничтожить корабль врага или заставить его покинуть контрольную точку. Нанесение урона не сбивает захват. Используйте торпеды, чтобы вынудить соперника сменить позицию. Но знать правила игры — лишь полдела. Важно понимать, как играть на разных классах кораблей. Начнем с самых больших и грозных — с линкоров. Их главное назначение — продавливать направление и уничтожать вражеские крейсеры и такие же линкоры. А вот эсминцев нужно опасаться. От их торпед неповоротливым левиафанам увернуться сложно. Тут на сцену выходят крейсеры. Они должны выслеживать и топить эсминцы, благо маневренность это позволяет. Их главная миссия — не подпускать эсминцы к дружественным линкорам. В остальное время задача крейсеров — обстреливать вражеские крейсеры и линкоры. Эсминцы — самые быстрые и самые незаметные корабли в игре. Они хороши для захвата контрольных точек и разведки, особенно если пользоваться дымами. В случае активного боя эсминцы полагаются на торпеды. Это грозное оружие против медленных линкоров и авианосцев. Помните, что World of Warships Blitz — командная игра. Используйте эсминцы, чтобы захватить контрольные точки, крейсеры, чтобы уничтожать эсминцы врага, а линкоры, чтобы диктовать свои условия в бою. Последние в списке, но не последние по значению — авианосцы. У них более тактическая роль. Находясь на отдалении, они посылают в бой авиацию. Самолеты несут бомбы и торпеды. Бомбардировщики часто вызывают пожары, так что отправляйте их на те корабли, которые недавно пострадали от огня. Но самые идеальные цели — крейсеры и эсминцы со слабыми системами ПВО. В иных случаях можно потерять все самолеты и стать бесполезным для команды. На этом все. Участвуйте в боях. На полную используйте потенциал разных кораблей. И побеждайте в World of Warships Blitz.